доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать, заходите, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно оставляйте свои комментарии. Я надеюсь, вам понравится. Оставляйте свои лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим подписчикам, постоянным зрителям большущий привет. Я очень рада вас читать. Очень приятно читать ваши отзывы. Много стран, много городов. Классно. Я к вам с новым узором. Вот такие вот ниточки. Это все Yarn Art Baby. Так? Это 100% акрил. Вы уже знаете, кто со мной давно, да? Ну и кто вяжет, в принципе, вы знаете, что это акрил. Детская такая пряжа. 50 грамм, 150 метров этот моточек. Но есть и больше моточки по 100 грамм, 300 метров. То же самое. Так. И производитель нам рекомендует крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра и приступаем. Давайте начнем вот с этих ниточек. Они нежно-нежно такие мятные, но, конечно, на камере немножко по-другому. Кто смотрит мои видео, тот знает, что я набираю небольшое количество петель, буквально в районе 30, да? И сегодня мы с вами наберем 33 воздушные петельки. Итак, зафиксировали. А теперь набираем 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот такой будущий наш образец. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем 3 петли подъема. Итак, раз, два, три. Считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. И в нее провязываем столбик с накидом. Есть. И дальше мы с вами провязываем столбиками с накидом полностью весь ряд. Это необходимо для узора. То есть данный ряд находится в самом узоре. То есть это не помощь вам, так скажем, как в предыдущих видео, помочь, да, чтобы не запутаться в начальных петельках. Итак, до конца ряда провязываем 33 столбика с накидом. И в конце ряда я вас встречу. Угу. Такая вот будет у нас красотень. Давайте. Так, смотрите, вот наш первый ряд готов. 33 столбика с накидом. У вас такая же получается красота. Что делаем дальше? Дальше мы делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же мы делаем столбик без накида. Есть. А теперь очень простой ряд. Мы вяжем полностью столбиками без накида. Ничего сложного, так скажем, в профессиональном плане. Получается, мы отрабатываем столбики, да? И так далее. Угу. Ничего сложного получается, если вы все правильно сделали, если набирали, как и я, 33 воздушных петельки, то у вас будет опять же 33 столбика. Угу. Давайте, встречу вас в конце ряда. Так, смотрите, 33 теперь столбика без накида. Все аккуратненько, все ровненько. И здесь я провязываю не до конца, потому что я хочу здесь добавить новый цвет. Так, кто новички, смотрите. Кто уже знает, вяжите самостоятельно. 2 последние петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. И сразу же по узору у нас должно быть 3 петельки подъема. Мы сразу же новой ниточкой провязываем 3 петли подъема. Все. Подтянули зелененькую, подтянули такую вот, ну, как персиковую, оранжевую, розовую какую-то, да. Итак, дальше поворот, накид. И провязываем столбик с накидом. Следующий столбик. Есть. Еще раз накид. И в следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. То есть у нас будут вот такие вот 3 столбика с накидом. А дальше смотрите внимательно. Делаем накид. Так. Видите, у нас идет следующий столбик. Мы его пропускаем. И переходим на второй столбик. Но непосредственно не на столбик без накида, а спускаемся вниз. Столбик с накидом. И захватываем столбик сзади наперед вот таким вот образом. Так. И вытягиваем ниточку и провязываем вначале одну петельку, потом 2. Это столбик с накидом рельефно-лицевой. И мы его провязываем именно таким образом, чтобы он был чуть-чуть подлиннее, чтобы не зажулькать вязание. Да? Опять накид. И точно так же мы провязываем со следующим столбиком. То есть с первым рядом. Рельефно-лицевой. Захватили, ввели крючок так, что у нас перед крючком столбик. Захватили ниточку и провязываем 1 петелька, 2,
2. Понятно? Вот, у нас они как бы немножечко наклонились, так, вправо. Теперь что делаем? 2 накида и возвращаемся к тому столбику, который мы пропустили. Но тоже получается к столбику с накидом. Так вот, раз, ввели крючок. Точно так же рельефный лицевой столбик. Так, теперь провязываем здесь по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Вот, мы провязали, получается, 3 столбика, да? Поэтому сзади мы пропускаем то же самое, 3 столбика. Раз, два, три. И в следующем, вот, так, следующий идет. Мы провязываем столбиком с накидом. Вот такая вот красота. Угу. Идем дальше. Еще 2 столбика провяжем. Раз, два. Итого получается у нас 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И повторяем такой же крестик. Еще раз. Первый мы столбик пропускаем, вяжем во второй. Накид. Ввели крючок сзади наперед. Стоим по столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Провязали одну петельку, 2, 2. Накид. Следующий столбик точно так же. Ввели крючок и провязали. Одна петелька, 2, 2. Все. Положили, так скажем, крестики. Теперь 2 накида. Возвращаемся к первому столбику, который пропустили. И точно так же его провязываем. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. И 2, 2, 2. Все. И вот наш следующий столбик мы провязываем столбиком с накидом. Понятно? Не сложно? Давайте самостоятельно до конца ряда, а здесь я вас уже встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрим. Видите, какая красота получается. Мы начали с 3 столбиков и закончили 3 столбиками. Все ровно, все классно. Угу. Сзади просто у нас вот так вот, а спереди у нас получаются крестики. Что делаем дальше? Одна воздушная петелька подъема, поворот, и сюда же мы провязываем столбик без накида. И теперь мы вяжем точно так же весь ряд столбиками без накида. В каждый столбик не пропускаем. То есть раз, два, три. Так. Теперь у нас, видите, вот этот столбик, который большой, с 2 накидами, его провязываем. 2 столбика тоже. Раз, два. Эти вот 3 столбика крестиков. И опять 3 столбика. Угу. То есть тут вообще не запутаться. Понятно? Все, давайте. Столбики без накида до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот довязала до конца ряда практически. Почему практически? Потому что я хочу здесь добавить новый цвет. Вы можете продолжать этим же цветом, да, может быть двухцветный. Вы можете просто этим цветом продолжать, то есть несколько рядов будет, так скажем, одного цвета. То есть это уже фантазия мастера. Угу. Дальше, смотрите, еще раз покажу, как меняем ниточку. 2 последние петельки столбика провязываем новой ниточкой и 3 петли подъема. Раз, два, три. Все, затянули нашу вот эту вот персиковую, подтянули желтенькую. Красота. Поворот. И теперь мы с вами вяжем точно так же, как вот этот вот первый ряд вязали, вот этот персиковый. Но тут я вам сейчас покажу немножечко нюансик, да? Итак, раз мы первый столбик провязали, это 2 столбик, и следующий, 3 столбик. А теперь внимание, накид. И мы с вами должны, да, вот этот столбик мы пропускаем, идем ко второму столбику. Мы его отсюда находим, так, надеюсь, вы его найдете, вот он. И провязываем точно так же рельефный лицевой вытянутый. 1 петелька, 2, 2. Накид. Теперь мы провязываем вот этот столбик. То есть мы вот так вот его прям и хватаемся за него. Раз, и все. И провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. А теперь 2 накида. И мы возвращаемся вот к этому столбику. Так? Захватываем точно так же. И провязываем. Тут провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Все. Вот мы провязали наши столбики. Вот видите, 3 столбика стоят. Вот мы сейчас их и провязываем обычными столбиками с накидом. Раз, два и 3. Вот за счет вот этих вот перекошенных, да, столбиков у нас такой объемный получается крестик. Да? Вот.
Класс? Класс. Давайте еще раз показать. Давайте. Накид. Пропускаем первый столбик. Находим вот этот посередке второй столбик. Угу. Захватываем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Накид. Вот этот вот столбик берем, большой сверху, и провязываем. 1 петелька, 2, 2. А теперь 2 накида и столбик, который мы с вами пропустили. Вот он, да? Вот он, самый первый столбик. Мы захватываем его. Так вот протягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу. Все. И между крестиками, получается, у нас образуются вот такие вот 3 стоят столбика. 1, 2, 3. Ну скажите, не сложно? Класс. Смотрите, сейчас вы провязываете крестики. Так. Вот эти вот объемные. Потом вы возвращаетесь столбиком без накида. Я буду добавлять цвет. Вы можете добавлять, можете не добавлять. Опять такие же крестики. Опять возвращаемся столбиками обычными, без накида. Крестики, столбики. Выращиваем наш образец до нужного размера. Встречаемся, смотрим, фиксируем, измеряем, даем название. Угу. Давайте. Встречаемся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, провязала несколько рядочков. Гляньте, какая красота. Да? Изнаночка. Все ровненько, все аккуратненько. Лицевая сторона. Вот такой вот узорчик. Класс. Гляньте, какой он радужный и веселый. Можно, конечно, из более спокойных ниточек, да? Что это? В первую очередь, наверняка, это кофточка, пледик, кардиганчик, снудик, да? Топик. Гляньте, он такой объемненький. Прикольный, мне понравилось. Опять же, можно брать ниточки из остаточков. Классная идея будет, да? И, естественно, можно брать полностью на изделие ниточки. Можно также радужно сделать, а можно одноцветно. Ну, классно. Итак, мы набирали сколько получается? 33 петельки. Так, посчитаем, сколько это выходит в сантиметрах. Если этой же пряжи, этой же плотностью, этим же крючком, 20 сантиметров. Видно, да? Так, здесь у нас получается что? По 2 ряда на каждый цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 вот таких вот прикольных рядов. Так, ну что, 10,5. 10,5, класс. Ну как вам? Жду ваши комментарии, отзывы. Лайкайте. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Также комментируйте. Класс. До новых видео. Всем пока-пока.